ночь на 7 апреля фактически большая часть армии Цахал Израиля была выведена с юга сектора Газа. Зачем, для чего и что это означает? Ну, войска армии обороны Израиля все еще находятся в Газе. Газа разделена на две части, северную и южную. Весь этот коридор, который удерживает Израиль силами одной пехотной бригады, 933-й, устанавливая там опорные пункты. А с юга, то есть со стороны Хан-Юниса, Израиль вывел 98-ю десантную дивизию на периметр Газы, и сейчас происходит интенсивная подготовка к заходу в район Рафиха. Это последний город, который стоит на границе между Газой и Египтом. Это последний город, в котором еще действуют 4 сравнительно свежих батальона Хамаса в составе одной бригады, территориальной бригады Рафиах Хамаса. И исходя из того, что говорит наш глава правительства, Израиль готовится к этой операции, и дата уже назначена. А пока нет необходимости держать полное подразделение в Газе. Газа управляется сегодня из различных опорных пунктов. Естественно, все отслеживается с воздуха, различные системы, датчики и сенсоры. И в этом смысле армия считает, что у нее есть достаточно контроля над тем, что происходит в Газе. Когда необходимо, так как территория уже была захвачена и зачищена, то рейдовые операции могут быть произведены в течение буквально нескольких минут, так как они были произведены в больнице Шифа. Там Израиль за 15 минут окружил эту больницу, и оттуда были выведены более 600-700 террористов пленными, и более 250 было уничтожено. И в данный момент происходят допросы, и информация идет куда надо. Поэтому, исходя из того, что нам известно и понятно, многие, конечно, с этим не согласны, начальник генерального штаба сказал, что нет целесообразности держать полный контингент в Газе, где бы то ни было. Поэтому армия вышла из последней территории, которую она захватила, это район Хан-Юниса. Так что такая ситуация сегодня в Газе. Да, Марк, если вспоминать о том, что был ликвидирован один из топ-генералов Ирана, да, по удару в Сирии, и потом Иран сказал, что на протяжении, источники говорили, что на протяжении 48 часов Иран должен ответить, и наверняка есть понимание, что Иран не может не ответить, потому что реально за последние годы это просто такие серьезные не потери, а ликвидация топ-представителя Ирана. Как вы считаете, и что вам известно, Иран будет пытаться напрямую как-то атаковать Израиль? Потому что уже Тегеран официально написал письмо, чтобы США не препятствовали. Или все же таки будет задействовать Хезболлах? Хотя многие говорят, что это будет как-то несовмерно, да, это будет как-то недостойно, что опять будет Иран использовать прокси, такие как Хезболла и Ливан. Смотрите, давайте сначала поймем, что произошло. В Дамаске есть иранское посольство, рядом с ним было здание трехэтажное иранского консульства в Дамаске. Это раз. Во-вторых, в этом консульстве происходила вся координация всей деятельности Ирана, Хизбаллы и шиитских милиций в Сирии и в Ираке против Израиля. Это был главный штаб террористической деятельности Ирана против Израиля. В этот момент там было совещание, в котором участвовало 3 генерала стражей исламской революции. Один из них – это командир КСИРа в Сирии и в Ливане, то есть корпус стражей исламской революции. Второй был его заместитель и непосредственный финансовый директор всей этой операции. Третий был еще один генерал, который был ответственен за разведку. Дальше там находились
некоторые высокопоставленные деятели исламского джихада, в частности, командир исламского джихада на территориях, то есть западный берег реки Иордан, и еще несколько высокопоставленных, я бы сказал, командиров боевых организаций и джихада, и Хамаса, и Хизбаллы, которые были на этом совещании. Напомню, что по международному закону Сирия, не подписав с Израилем мирный договор или договор о прекращении огня, начиная с 1973 года, каждая там цель в Сирии, которая ведет боевые действия против Израиля, это легитимная цель по международному закону. Несмотря на то, что Иран объявил о том, что была поражена территория самого Ирана, напомню, консульство имеет дипломатический статус, и Иран обещает, что будет ответ полномасштабный, и это возьмет время. Какой может быть ответ? Может быть ответ или удары по израильским посольствам, или представительствам, или еврейским общинам в мире, как это было в Аргентине, в Болгарии и в других странах, в том же, допустим, на том же Кипре, там тоже были попытки Ирана ударить по израильским представителям, посольствам, даже отдельным туристам. И поэтому такой может быть ответ. Может быть ответ массированный или масштабный со стороны Ливана, Сирии, Ирака и Йемена. Это тоже, но это уже продолжается с 8 октября. Напомню, что Израиль ведет с Ираном войну уже 20 лет. Это не сейчас началось. Израиль или по иностранным источникам постоянно уничтожал ядерную программу Ирана, потому что ядерная программа Ирана – это опасность всему миру, не только Израилю. И даже, если вы помните, Израиль выкрал атомный архив из самого Тегерана. Это тоже было действие израильской разведки Моссад. Поэтому Израиль уже очень долгие годы ведет войну с Ираном, и это не ново. Единственное, что считают некоторые специалисты, что Иран может ударить напрямую со своей территории, что без сомнения будет считаться казусом белли против Израиля, потому что до сих пор Иран не бил по территории Израиля напрямую со своей территории, а только со стороны, как вы сказали очень правильно, своих прокси. Это Ливан, Сирия, Ирак и Йемен. Тем не менее, снова возвращаясь, это здание, это абсолютное казус белли против Израиля. Там подготовились террористические акты, действия против Израиля. Напомню, что на израильской границе, израильско-ливанско-сирийской границе погибло уже около 30 израильтян, военных и гражданских. Израиль отвечает огнем по территории Ливана и Сирии. И практически война идет полномасштабная. Единственное, что она не маневренная. То есть там еще не было ни израильской атаки, и не было атаки Хизбаллы. Были попытки перейти границу, но они не увенчались успехом, к счастью. Напомню, что сама Хизбалла начала эту войну 8 октября, совершенно ничем не спровоцированную на северной границе. И единственное, с целью помочь Хамасу на юге. Поэтому я думаю, что даже в международном суде у Израиля будут все карты для того, чтобы доказать, что удар по такому месту, по такому штабу, это абсолютно легитимный, это абсолютно, без сомнения, военный акт против агрессии. Да, Марк, и, конечно, хотел бы вас спросить, какие сейчас отношения в Нетаньяху с Белым домом? Они не очень хорошие, и чего от них нужно ожидать? Это как бы не очень хороший, это андерстейтмент, извините. Байден, я думаю, что он, не то что ненавидит, но он абсолютно не согласен с Биби. Биби сегодня у нас после провала 7 октября это абсолютно хромающая утка. Напомню, что в США готовятся к выборам, и
конечно же, отношения очень натянутые, и в частности они натянутые, потому что Израиль сам не озвучивает цели этой войны, не озвучивает реальность, которая будет после победы, что будет с сектором Газы. И мне кажется, что наш глава правительства тянет с этими объявлениями, потому что продолжение войны как процесс, оно положительно для него, потому что пока идет война, политический процесс в Израиле немножко приостановлен, ждут конца войны, и ни расследований, ни комиссий против политического и военного руководства пока еще не назначено. Но это будет только в тот момент, когда закончится война. Поэтому есть какой-то политический интерес у главы правительства тянуть с этим, и поэтому Израиль и немножко как бы сейчас в ожидании, потому что у нас ожидается процесс обмена заложников, там идут переговоры, поэтому так бы все в такой стагнации. Тамар, спасибо вам большое, спасибо за этот разговор, спасибо, что прояснили, объяснили, что сейчас происходит в Израиле и в секторі Газа. Спасибо. Спасибо вам. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Марк Бабот, підполковник Генерального штабу армії оборони Ізраїлю в запасі.